Добрый вечер, дорогие зрители. Слышно ли меня, видно ли меня? Надеюсь, все хорошо. Я вас поздравляю с наступившим новым 2025 годом китайской змеи. В России сейчас каникулы, но мы не изменяем традициям. Пятница, мы проводим онлайн-встречу. Вы задаете вопросы, касающиеся программирования, менеджмента, карьерного роста, философии программиста. А я пытаюсь делиться своим опытом и быть вам каким-то образом полезным. Вопросы пишите текстом, я буду стараться читать все вопросы, но некоторые могу пропускать, если они повторяются, если мы на них уже отвечали. Мы проводим уже 52-й стрим. Они все есть в записи на этом YouTube-канале, так что давайте будем стараться не повторяться. Итак, первый вопрос задает Михаил. Сейчас я работаю в небольшой команде, где всего 2 человека разбираются во Flutter. Я и мой коллега. Как можно развиваться, если нет людей, которые разбираются во Flutter? Я работаю в команде, в которой 0 людей разбирается в Rust, 0 людей разбирается в ряде других технологий. И тем не менее я вполне себе развиваюсь, например, в Rust. Я думаю, что для того, чтобы развиваться, вам люди не в команде нужны, а вам нужны интересные задачи, которые вам, да, могут поставить люди внутри команды, например, ваше руководство. Но лучше, мне кажется, если вы эти задачи возьмете из публичного пространства, из open source, их много, ищите их там, где они публикуются комьюнити, мировым сообществом. Команда – это очень малая порция всего мира программирования. И акцентировать свое внимание на развитии именно благодаря команде и внутри команды я бы не стал. Смотрите шире. Следующий вопрос. Очень нужен английский. Куда двигаться? Заниматься с преподавателем индивидуально, чтобы заговорить, или пойти на курсы? У меня на моем YouTube-канале есть видео коротенькое, где я объясняю 6 шагов, по-моему, как вот именно заговорить. По крайней мере, как я это в свое время старался сделать. И я обращаю внимание на то, что наибольший упор стоит делать на настоящий американский английский контент, который вы бы могли смотреть, слушать и при этом получать удовольствие. Просто изучать язык ради того, чтобы заговорить и делать это по книгам, крайне сложно. Вы должны изучать язык, да и вообще что угодно делать, любое обучение проходить с целью достижения чего-то. И если эта цель будет вам интересна и привлекательна, например, вы захотите понять новый фильм с Робертом Де Ниро, услышать, как он говорит, какие он акценты расставляет, как он формулирует свои мысли, то вам нужен будет этот язык, и вам будет интересно его изучать. Смотрите кино, смотрите американское, английское, англоговорящее кино с субтитрами, с английскими субтитрами. Вы таким образом будете читать то, что они говорят, и слушать, как они это говорят. И вы увидите, что во многом они отличаются от тех книг, по которым вас учат английскому языку. Вам захочется повторять за ними. Они некоторые смешные, прикольные фразы будут произносить по-своему. Вам захочется делать так же. У вас появится интерес к языку. По крайней мере, я китайский язык также пытался учить. И смотрел фильмы про кунг-фу на китайском. И это было прикольно. Некоторые слова, которые я читал в книжках, они произносили на экране. И я слышал их. Я понимал, что это то, что я только что прочитал. Ну, я не прошел так далеко в китайском, как в английском, но способ тот же. Кино. Ну и литература. Можете взять Теодора Драйзера и читать его, но это будет сложно. Там все-таки язык сложный, а читать детские комиксы вам будет скучно. А вот кинематограф, он более примитивный контент все-таки, чем литература. С ним легче будет сдружиться. Следующий вопрос.
Как думаете, какие интерфейсы у приложений будут в будущем? Не кажется ли вам, что мы застряли в парадигме нулевых по дизайну веба? Что думаете будет с фронтендом дальше? Такой вопрос немного не по адресу, потому что я не фронтендер, я не очень хорошо в этом разбираюсь, но думаю, что да, мы в какой-то степени, можно сказать, что застряли в этой парадигме. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы рисуем веб-сайты так, как мы их рисовали даже, наверное, не 15, а 20 лет назад. И хотелось бы чего-то другого. Но вот сейчас же этот WebAssembly, мне кажется, пытается как-то завоевать рынок. Может быть, это технология будущего. Но вообще хотелось бы, конечно, чтобы весь... Мое такое желание, чтобы дизайн интерфейса был максимально декларативный. То есть, другими словами, чтобы JavaScript исчез из веб-интерфейсов. Чтобы там остался только HTML, CSS и все. Чтобы с помощью декларативного описания интерфейса можно было бы все о нем сказать. Мне кажется, что JavaScript — это некий workaround, это некие костыли, которые мы вставили когда-то туда, много лет назад, и до сих пор с ними живем. И все эти Flutter, React, может быть, Flutter я неправильно назвал, да, Flutter это больше для мобильного, ну, React, например, вся эта реактивная и активная компонента внутри веба, внутри веб-страницы, она туда приклеена искусственно. Она там не подразумевалась изначально. Не задумывался так веб изначально. Считалось, что страницу человек загружает, и она уже сформирована бэкэндом так, чтобы ее посмотреть и перейти на следующую страницу. В моем идеальном мире так и должно было бы быть. Но мы имеем JavaScript, и меня удручает то, что мы интенсивно развиваем это направление. Очень много JavaScript фреймворков, очень много фронтендеры тратят время на то, чтобы начинять JavaScript свои страницы. А должны мы двигаться в обратном направлении. Мы должны делать так, чтобы страницы были легкие, строились только на бэкэнде, прилетали бы к клиенту в его браузер уже готовыми. Браузер бы быстро их отрисовывал, и дальше человек нажимал бы следующую кнопку, и рисовалась бы новая страница. И это происходило бы быстро, механизм кэширования был бы на промежуточных серверах, через которых проходит этот контент. И с помощью HTTP протокола, который позволяет достаточно, мне кажется, комфортно кэшировать контент и разбираться в том, какой контент перегружать, а какой нет, мы должны этот интерфейс выстраивать. Но происходит не так. Загружается одна большая HTML-страница с тонной JavaScript в приложении, бывает мегабайт JavaScript приходит вместе, и дальше внутри браузера происходит какая-то вакханалия из перестановки этих HTML-элементов. Так быть не должно. В моем понимании, я не фронтендер, я фронтенд так себе представляю. Вот я когда делаю фронтенд, я делаю так, как я рассказал. Я к JavaScript обращаюсь в крайне редких случаях, когда уже совершенно никак нельзя по-другому. Иногда бывают такие ситуации, когда какие-то мелочи хочется. Например, мы показываем на картинке, не знаю, скрытый текст, и человек нажимает на этот скрытый текст, и мы его JavaScript открываем. Для этого jQuery используем. Но было бы здорово, если бы этот функционал был бы внутри HTML. Чтобы какой-нибудь HTML6, например, позволял бы мне просто указать в этом HTML-элементе, что это скрытый текст. И при нажатии автоматически он откроется. Мы должны в ту сторону развивать этот HTML. Но мне приходится использовать JavaScript. Следующий вопрос. Что вы думаете о Test-Driven Development и приходилось ли применять на практике? Алексей спрашивает. Да, безусловно, приходилось и применяем. Без него жить невозможно без TDD. Мы всегда так делаем и стараемся так делать. Мы стараемся сначала писать тест, я, по крайней мере, давайте буду за себя говорить. Стараюсь сначала написать тест, повторить проблему, а потом уже, когда получилось повторить, я делаю коммит, этот тест попадает в ветку, и дальше я делаю исправление и наблюдаю, как тест становится зеленого цвета. Всегда так. Я
по-моему, писал, не по-моему, а точно в телеграм-канале у себя несколько дней назад, что я сейчас, вот прямо сейчас, сегодня и вчера пишу книгу новую. Так я решил экспромтом написать книгу, потому что накопилось очень много чего сказать по поводу тестирования. Много лет копилось, и я решил использовать новогодние праздники для написания 6-й книги. 5 у меня уже написано, я вот 6-ю. Я ее уже на 45% написал, осталось 65 какие-то, самые важные, 55. Осталась какая-то ерунда, она самая сложная, как обычно, потому что сразу легко сказать то, что накопилось, а дальше возникает вопрос, а теперь-то что? Что-то хочется теперь еще сказать сверху, и тут уже нужно фантазировать и изобретать. Ну, эта книга будет как раз про Test-Driven Development, в том числе про автоматизированное тестирование, почему оно хорошо, как без него жить и почему без него жить нельзя. Я вам настоятельно рекомендую, Алексей, использовать TDD в своей практике. Единственное, где TDD не стоит применять, и об этом пишут многие авторы, это начальные этапы развития репозитория. Когда у вас еще в репозитории очень мало файлов, то в этот момент применять Test-Driven Development просто будет неудобно. Вы будете испытывать большой дискомфорт при написании тестов, потому что тестировать нечего, они будут не компилироваться, они будут фейлиться на самых таких примитивных сценариях, вы даже не сможете дойти до того сценария, который хотите протестировать. Так что первые 30-40 файлов в вашем репозитории вы добавляете в production код или feature код. А потом делаете первую версию, которая более-менее стабильна, которая такой, как они называют ее в книгах, walking skeleton, то есть такой ходячий скелет. Когда этот ходячий скелет запускается, и вы можете его положить в продакшн, и попробовать, как он работает, тут у вас возникает первый баг. Тут вы видите, что-то работает не так, как вы хотели. Здесь не нажимается, здесь не рисуется, и вы репортите этот дефект. И вот когда у вас появляется первый репорт с номером 1, вы для него уже пишете тест, воспроизводите ошибку и делаете фикс. Так должно работать. Дальше вопрос. Вы говорили, что программирование не женская профессия, но в 50-х, 60-х годах в НАСА и MIT программировали одни женщины. Может, мужчины вытеснили женщин из IT, когда туда пришли деньги? Я, к сожалению, не помню тех годов, 50-х, 60-х в НАСА. Во-первых, я не говорил, что... говорил. Программирование не женская профессия. Говорил. Я не помню, как было в 50-х, 60-х годах в НАСА. Я помню самый ранний мой опыт общения с программированием и с программистами. Мне тогда было... школьником еще был, и помню, что действительно это много было женщин в этих вычислительных центрах. Но я не уверен, что в те времена программирование было тем программированием, которое мы имеем сейчас в виду. Мне кажется, тогда огромную работу программисты выполняли по вводу программ в вычислительные машины. Машины были громоздкие, неудобные, и это были не те компьютеры, которые сейчас, где вы открываете текстовый редактор, набираете текст, нажимаете Run, и она запускается. 99% времени программисты в то время вводили программу в машину. И потом нажималась кнопка, и машина что-то такое делала долго-долго и выдавала какой-то результат. Потом некие программисты придумывали, как по-другому запрограммировать машину. И опять кто-то 95% или 99% времени опять вводил новую программу в машину с помощью перфокарт, с помощью магнитных лент, с помощью бумажных лент. Это была такая процедура очень трудоемкая. И, наверное, может быть, я так помню в те времена, что действительно много женщин занимались этим вводом информации. Мне кажется, что это распределение, оно в то время не было тем, которое оно сейчас. И поэтому сравнивать то, что было тогда с теми компьютерами, с тем, что сейчас с этими компьютерами, это как сравнивать водителей автомобилей 100 лет назад и водителей автомобилей сейчас, и проводить какие-то аналогии. Но это разные были автомобили, и водители выполняли разную функцию.
Если 100 лет назад водитель это был и механик, и автослесарь, и много у него было функций, он очень хорошо разбирался в устройстве автомобиля, он иначе не мог бы на нем ездить, то сейчас это водитель, это человек, который, ребенок может водить автомобиль, совершенно не понимая то, как работает этот агрегат. Так что эти параллели я бы не проводил с 50-ми годами и сейчас. Так. Следующий вопрос. Продуктовая или сервисная аутсорсинговая компания? Какие плюсы и минусы видите в каждой из них для разработчиков и менеджеров? Тут смотря, что хочет разработчик и менеджер. Продуктовая компания, она, конечно, сужает и менеджера, и разработчика. Она его фокусирует на одной технологии, на одном узком применении своих знаний. И обычно сложно после продуктовой компании перейти в другую продуктовую компанию, потому что продукты редко на рынке одни и те же. Если вы, например, 15 лет работали с одним продуктом, будучи или менеджером, или разработчиком, то вам потом найти работу будет сложновато, потому что вы знаете тот продукт, вы знаете тот домен прикладной. Вас так просто не возьмут в соседнюю компанию, просто как программиста. Вы будете очень требовательны к условиям работы, к оплате труда, но при этом будете крайне неудобными для новой компании, потому что вы только в том, что раньше делали, и разбираетесь. Это как, рабочий на заводе Mercedes, например, который работал на заводе Mercedes, раз уж мы про автомобили заговорили, работал на заводе Mercedes 15 лет или 25 лет, а потом завод закрыли. Он с трудом попадет на авиазавод. Самолеты он не сможет делать. Ему нужно будет переучиваться, и он будет начинать с нуля. Он будет джуниор рабочий на заводе по производству самолетов. Хотя он толковый рабочий, у него золотые руки, он все умеет, но то, что он умеет в самолетах, неприменимо. Так и здесь. Если же вы работаете в аутсорсинговой компании, вы делаете один за другим разные проекты. И вы толком не разбираетесь ни в чем. Вы становитесь экспертом широкого профиля. Умею это, умею фронтенд, умею бэкенд, а еще умею принтер заправлять, а еще умею на английском писать, а еще умею презентации делать, потому что нужно было какому-то клиенту что-то продать, и поэтому пока мы ничего не программировали, мы делали презентации. Вы будете знать широкий спектр функционала, но узким специалистом, глубоким вы не станете, и денег вам много платить не будут. Вы однозначно будете зарабатывать меньше в сервисной компании, чем в продуктовой. Вот это из минусов. Из плюсов, наверное, продуктовая компания может стать очень популярной, очень крутой. Если вы работаете в компании, которая делает успешный продукт, то вы, конечно, будете один из его создателей. И, может быть, если никогда вас не уволят и компания не закроется, то вы очень себя хорошо будете чувствовать. А в сервисной компании мне кажется, как... из нее обычно переходят куда-то. У меня такое ощущение, что в аутсорсинге долго не задерживаются хорошие эксперты. Начинают с аутсорсинга, потом понимают, находят заказчика, куда можно перейти, находят проект, куда их зовут, и они бросают свои галеры и переходят туда, где больше платят. Так, спрашивают, как отметил Новый год. Посмотрел выступление Владимира Владимировича и лег спать. Салат оливье обязательно съел. Дальше. Вы рекомендовали писать больше open source кода, чтобы развиваться на первой работе программистом. Как это делать? На базе кода, написанного на работе, писать какие-то похожие примеры для open source. В очередной раз скажу одно и то же. У вас не должно быть цели просто писать open source больше кода. У вас должна быть необходимость это делать. Вы, когда пишете тот код, который вы пишете на работе, у вас же что-то не работает. У вас какие-то модули недостаточно качественные. Вам чего-то в ваших фреймворках не хватает. Не может быть такого, чтобы вы были довольны всем, что вы имеете под рукой. Если это так, то вы junior developer. Вы прям программист совсем базового уровня. Если вы открываете условно ваш Spring Framework, и вам он нравится. Это значит, что вы пока такой подмастерье еще пока.
То есть вы не мастер, который пришел в мастерскую, открыл дверь, заходит туда, и там висят инструменты на стенах. И он видит, этот нож недостаточно наточен, этот рубанок недостаточно настроен, этот станок немножко стучит, этот немножко барахлит, нужно здесь подправить, здесь пол подмести и так далее. А если вы заходите в мастерскую и говорите, вау, здесь все прекрасно, мне все очень нравится, ну, это о чем говорит? О том, что вы пока еще не разбираетесь в рубанках, вы не видите, что они не наточены, некоторые из них. Если у вас такая стадия, если вы совсем junior девелопер, то вам тогда стоит просто выбрать любой open source продукт и открыть его бэклог, и найти там просто баги, тикеты, и решайте эти проблемы. Открывайте баг-репорты, читайте, какая там у них проблема, и пытайтесь эту проблему для них исправить. Присылайте им pull-реквесты. Не задумывайтесь о том, для чего это нужно, почему они сделали этот репорт, кому этот проект интересен. Просто делайте фиксы в существующие проекты. Можете в наши проекты. Напишите мне в Телеграме, я вам дам ссылку на наши проекты. Присылайте нам pull-реквесты. Даже если вы junior, мы все равно будем делать ревью вашего кода и какие-то части брать от вас, какие-то pull-реквесты будем мерджить. После 20 таких pull-реквестов вы сами сообразите, что можно сделать самостоятельно, без нас, куда пойти. Ну, а не сообразите, оставайтесь с нами, продолжайте с нами работать. Ну, или с каким-то проектом, куда вы подключитесь. Так, дальше. Вы сказали, что часто пишете на JavaScript. Как относитесь к TypeScript? И слышали ли вы аргументы против TypeScript? Цитирую один из них. TypeScript делает легкие вещи сложными, а сложные он делает... Any. Спасибо. Нет у меня опыта с TypeScript. Но мне кажется, что... Я так понимаю, что идея TypeScript, они расширили JavaScript типизацией и вообще объектной ориентированностью, как им это представлялось. Я сильно критиковать не буду, потому что не видел его так пару, может быть, файлов когда-то. Но мне кажется, что JavaScript сам по себе достаточно объектно ориентированный и стройно созданный язык с хорошим дизайном. Создавать что-то другое и расширять его, я не очень вижу, для чего это нужно. Так что не ждите от меня развернутую критику, я просто не эксперт. Дальше вопрос. Дариан спрашивает, как продвигать open source проект? Вариантов много очень, но я не скажу, что я в этом разбираюсь. У меня, к сожалению, не получается это делать. Вы задаете вопрос человеку, который в этом не преуспел. У меня нет успешных больших open source проектов. Самый большой это CSS фреймворк, который я написал за выходные, за 2 дня, и в этом фреймворке под 2000 звездочек, 1800 или 1900. Но это ничтожно малая цифра для времени, которое я провожу в open source и количество кода, который я туда пишу. Есть люди, которые пишут куда меньше, и у них огромные популярные продукты с десятками тысяч звезд. Я не знаю, как они это делают. Не берусь судить. Может быть, это просто удача. Они просто сделали то, что оказалось нужным людям в тот момент времени, когда они это сделали. А я, может быть, делаю то, что не нужно. И, может быть, это на самом деле такой некий шаблон поведения в моем случае. Я обратил внимание, буквально недавно писал чуть ли не вчера, писал на Ruby какую-то часть. И вижу, что у меня в проекте большое количество компонентов на Ruby написанных, из которых я склеиваю свой проект. Они мной уже и созданы. Хотя, по идее, люди должны использовать фреймворки, доступные на рынке. Вы же, когда программируете, например, на Java, вы берете Spring фреймворк. К нему берете плагины 1, 2, 3, 5. Вы берете систему сборки, вы берете систему анализа качества, все это, систему тестирования, все это готовые компоненты. Вы их соединяете, и вашего здесь только тот продукт, который вы разрабатываете. А в моем случае это выглядит как-то не так.
Я беру несколько существующих компонентов и 10 штук своих, которые мне пришлось написать, когда я познакомился с Ruby. Я открывал язык Ruby и видел, что там нет таких инструментов, таких классов, таких библиотек, которые мне кажутся абсолютно необходимыми для просто базовой работы с вебом. Ну, например, вот вам просто простой пример. В Ruby у них нет билдера для URL, иммутабельного. То есть вы хотите построить URL, и мне нужно, чтобы это выглядело так, как я беру URL, а потом к нему вкладываю этот URL в виде строки в какой-то билдер, а потом говорю, добавьте к нему еще часть пути, добавьте к нему еще фрагмент, поменяйте в нем порт, поменяйте в нем хост. И все это делаю путем вызова методов дальше и дальше и дальше, как с билдером это мы делаем. Только иммутабельный, чтобы оригинальный не менялся. И мне кажется, что это так должно быть. В мире объектно-ориентированного программирования, которым является Ruby, все URL должны строиться именно так. Создается иммутабельный URL, и дальше я пишу точка, допустим, фрагмент, указываю, какой фрагмент, и создается новый инстанс этого класса, в котором фрагмент добавлен, но оригинальный не изменяется. Так вот, нет такого класса за 25 лет или 35 лет жизни языка Ruby. Они создали Ruby on Rails, они создали целую экосистему построили, а этого класса нет. Как люди делают веб-приложение без этого класса? Я не представляю. Мне пришлось его создать на первых же этапах моего знакомства с Ruby. И так произошло с несколькими такими важными компонентами. Я задаю себе вопрос, как люди, видимо, что-то я как-то по-другому понимаю, например, веб-программирование. Вот в моем мире эти классы должны существовать. Я бы с них начинал. С таких и классов и их подобных. Но их нет. Вот, и может быть, это я вам отвечаю на вопрос, как рекламировать open source. И вот я этот класс выложил в онлайн, но раз его не было 25 лет подряд в экосистеме Ruby, значит, он не нужен никому. Выложил я его, собрал там 120 звездочек. Не 10 тысяч звезд. Никто не пришел и не сказал ко мне, вау, где же ты был раньше? Нам так нужен этот класс. Не нужен он им. Им никто не хочет пользоваться. Они как-то по-другому дизайнят все. У них нет идеи иммутабельности в их объектно-ориентированном программировании. И поэтому, я собрал 100 звезд. А кто-то сделал что-то другое, что нужно людям в этом Ruby мире. Я просто не знаю, что им нужно. Я, видимо, их не понимаю. И он получил 10 тысяч звезд. То есть тут важно в успехе open source продукта важен хороший союз, важна хорошая интеграция между вашими возможностями и их потребностями. Тех людей, которые в массе своей используют, например, Java или Ruby. И если есть это понимание, если вы видите, чего им не хватает, если вы с ними общаетесь, если вы тусуетесь на этих форумах, где люди обсуждают что-то в чатах, слушаете, что им нужно, то вы, наверное, будете популярнее, ваши продукты будут популярнее, чем мои. Потому что мои далеко не такие популярные, как мне бы казалось, они должны быть. Так... Год питона. Да, получается, что год питона пришел. Покажите своего кота. У меня нет кота, мне кота давали попользоваться. И я с ним целый месяц прожил, с красивым черным котом. Подружился с ним. Сейчас у меня его забрали, может быть, дадут через время снова. Я изучил поведение этого существа. Я понял, что он... В общем, много чего понял про поведение кота. Как-нибудь, может быть, расскажу, если у вас какие-то конкретные будут вопросы. Расскажу про кота. Следующий вопрос. Алексей спрашивает, есть ли перспективы программирования микроконтроллеров в России? Да, я думаю, перспективы есть у любого программирования. Микроконтроллеров в том числе. Я так понимаю, что микроконтроллеры, я когда-то начинал с микроконтроллеров. Я в институте учился на радиофизика. И мои первые программы я писал
одни из первых писал для микроконтроллеров и процессоров тех времен, которые были очень похожи на микроконтроллеры. Они были очень примитивные. Потому что то, что вы сейчас называете микроконтроллером, это интеграция внутри одного чипа, интеграция и портов ввода-вывода, и самого CPU, и памяти какой-то. Я так понимаю, что сейчас являются микроконтроллеры собой. Конечно, есть перспективы, потому что нужно оборудование. А оборудование очень часто нужно кастомное. Нужно то, которого нет в серийном производстве. И оно делается с помощью микроконтроллеров. И, конечно, это интересно. Но если вы будете просто кодить для микроконтроллеров, то это один уровень. А если вы будете создавать какие-то инструменты, которыми пользуются другие программисты, которым тоже нужно кодить для микроконтроллеров, вот тут вы будете делать интересную работу. Вот тут у вас большие перспективы и в профессиональном плане, и во всех остальных. Дальше. Как готовился к докладам на конференциях? Какие из своих считаешь самыми удачными, а какие прошли не очень? Какие основные выводы сделал? У меня есть на блоге на моем именно ответ на ваш вопрос. Есть статья, которую я написал лет 5 или 6 назад по моему опыту интенсивного выступления на конференциях. Я сейчас выступаю далеко не так интенсивно, как раньше. Я делаю, может быть, один доклад в 2-3 месяца. А раньше я выступал 2-3 доклада в месяц. И целый список выводов у меня накопился. Можете их прочитать, так их за один вопрос не ответишь. Какие самые удачные? У меня есть на YouTube, который вы смотрите сейчас, есть раздел, плейлист, называется Best 4, по-моему, лучшие 4. И там лучшие 4 доклада, которые мне кажутся наиболее удачными. Какие основные выводы сделал? Самый главный вывод, который я сделал, что нужно доклад прочитать перед зеркалом хотя бы один раз целиком, перед выступлением. Я, к сожалению, этого не делаю в большинстве случаев, и это меня очень подводит. Я полагаюсь на экспромт, и потом об этом иногда сожалею, а иногда горько сожалею. Но когда я нахожу время и рассказываю самому себе весь доклад перед зеркалом, то получается значительно лучше итоговая презентация. Это главный вывод, который я сделал. Так, давайте посмотрим, что на ВК люди спрашивают. Павел спрашивает на ВК. Как научиться тестировать ПО, если свой проект ты знаешь от и до? Как научиться тестировать или проектировать? Проектировать. Имеется в виду, что вы уже знаете свой проект хорошо, и вам не нужно с нуля его проектировать. И как же научиться именно строить с нуля проекты? Опыт вам нужен. Пытайтесь сделать с нуля что-то. Создавайте какие-то микробиблиотеки. Разделяйте ваш проект на части. Доставайте из вашего проекта какие-то модули и делайте из них стендалон библиотеки, отдельно стоящие библиотеки. Это, мне кажется, вот я недавно на лекциях упоминал об этом, на лекции в курсе SQM. Мы там обсуждали ситуацию с репозиториями, которые крупные, и в которых очень много кода. И я там говорил, что мне кажется, что умение программиста найти в общей массе кода блок, который можно вынести, и сделать из этого блока отдельно стоящий модуль, и потом сделать так, чтобы основной код стал использовать этот модуль, это искусство и навык, который характеризует самых высоких экспертов. Увидев в большой кодовой базе тот фрагмент, который готов к экстракшену, готов к тому, чтобы вынести его наружу. Учитесь это делать. Разбивайте свой модуль на... Пускай даже это будут микрокомпоненты. Причем я последние годы склоняюсь к мысли о том, что чем меньше по размеру ваш компонент, чем более микромодули вы создаете, чем лучше вы их отправляете в самостоятельный жизненный путь, разрешая им иметь свой собственный
lifecycle, свой собственный build cycle, свою собственную систему тестирования, тем вы более в итоге получаете такую элегантную и пытаюсь найти аналог, composable, не знаю, как правильно перевести, то есть систему, которая состоит из composable элементов, которые в композицию собираются вместе. Монолит сделать, в котором 100 тысяч строк кода или 500 тысяч строк кода, это задача для джуниор-программера. Пишем, код растет, и у нас в этой каше все как-то живет. Это первый уровень развития программиста. А второй уровень, или более высокий уровень, это когда у нас каждая кодовая база 10 тысяч строк кода максимум. А лучше, если в наших модулях по 200 строк кода. 200 редко бывает. До 1000 строк кода. Здесь до 1000, здесь до 1000, там до 1000. И таких у нас модулей десяток, а то и больше, а то и, не знаю, несколько десятков. И каждый имеет свою задачу. И каждый в open source. Это значит, что каждый может быть использован другими проектами, другими репозиториями. Вот это высшее искусство. Сделайте так, чтобы ваше приложение по доставке пиццы, условно, состояло из некого ядра, который у вас в закрытом репозитории, и 3 десятков микромодулей, которые вы вычленили из общего массива кода. Так, дальше комментарий. Вы своими элегантными объектами, пишет мне Алексей, сломали мне жизнь. Теперь меня окружают люди, которые не умеют программировать. А главное, их все устраивает. Они незаменимы и не хотят писать по-настоящему поддерживаемый код. Продолжают кривые попытки в Solid, при этом как будто специально не делают в KISS. Везде идут по пути усложнения и так далее. Вопрос, как жить дальше? Я пытался, но это тупо невыгодно быть заменимым. Алексей, не вы один такой. У меня на блоге есть статья, которая именно так и называется, что Elegant Objects — это career killer, то есть убийца карьеры. Если вы действительно пойдете по пути такого красивого программирования, то у вас будет больше врагов, чем друзей. У нас был недавно случай в офисе, мы разбирали ситуацию, где наш код использовал open-source библиотеку, и наш код не работал. Не работал, мы не понимали почему. Мы писали тесты, и они не проходили, мы пытались повторить ошибку, ошибка была, но мы не понимали, откуда она. И после нескольких часов разбора мы пришли к выводу, что та библиотека, которую мы используем, в ней объекты не изолированы друг от друга. То есть, если вы создаете один инстанс класса какого-то и второй инстанс этого же класса, потом работаете с первым инстансом, а потом с другим, то второй инстанс магическим образом начинает знать что-то о том, что происходило с первым инстансом. То есть отсутствие изоляции между объектами. Значит, у них там внутри статические какие-то данные, к которым обращаются оба этих объекта. Грубое нарушение, в моем понимании, вообще объектной ориентированности. Но это так работает большинство Java библиотек. А мы привыкли, я с одним программистом это делал, с коллегой моим, и он мне говорил, что происходит, почему так, как это может быть вообще. Я ему говорил, вы травмированы нашим стилем программирования, мозги у вас сломаны уже. И вы думаете, что то, что они делают, это ненормально. Но на самом деле они так думают про нас. То есть для них это совершенно нормально. А почему нет? Объект — это какая-то временная структура, но внутри-то там у нас еще статика. И, пожалуйста, держите это в виду. У нас тут все единая большая система, и то, что вы сделали объект, используя оператор new, вы не думаете, что вы там чего-то изолировали. Вы ничего не изолировали. Вы по-прежнему с нами. Вы по-прежнему в общей массе, в общей памяти. И поэтому будьте аккуратны. То есть это травма иммутабельности в данном случае. Травма изолируемости. У нас еще и иммутабельность была. Мы думали, что если мы объект достали, то изменения с ним, их еще и меняя этот объект, мы получаем каждый раз новую копию. Но это тоже наша еще одна травма, от которой
приходится избавляться, как только погружаешься в этот вот чужой код, с которым приходится работать. Ну, я ничего вам не посоветую, у нас та же ситуация. Ну, просто пытайтесь находить где-то отдушину. Вы ходите на работу и зарабатываете деньги, делайте там то, что они от вас просят. Ну, делайте это максимально спустя рукава. А сами делайте что-то такое, что вас в итоге и радует, и потенциально может привести к большим деньгам. Потому что не приведет вас к большим деньгам усердие и старательность на одном рабочем месте. Это приведет к повышению зарплаты на 10% в год, и на этом все. Я думаю, не секрет, что для реального повышения уровня жизни необходим качественный скачок, переход в новую компанию, попадание в бизнес, попадание в стартап, попадание в какой-то крупный job-offer вы должны получить. Вы должны качественно перейти. А этот качественный скачок у вас случится не благодаря вашим стараниям в той кодовой базе, которая, вот как вы рассказываете, вся некачественная. Вы просто будете человеком, если вы будете стараться их переучивать, пытаться эту кодовую базу почистить, пытаться писать там красиво, вы будете козлом отпущения, это во-первых, а во-вторых, вы будете самой главной тягловой лошадью. Вы будете там тянуть на себя всю работу, но в итоге это никто не оценит. Вас только не любить за это еще и будут. Не напрягайтесь, не пытайтесь совершить революцию качества. Наблюдайте за тем, что происходит, немножко контрибьюйте, улыбайтесь, понимайте, как люди живут, а сами занимайтесь чем-то более качественным, чем-то своим. Так, ну вот вы пишете, что перед докладом и в книге нужно писать крупными буквами, опасно для карьеры и психики. У меня есть курс, который я читаю в университете, называется Pain of Object-Oriented Programming. И перед началом курса я даю дисклеймер на первой лекции и говорю, что все, что вы здесь услышите в этом курсе, скорее всего, повредит вашей карьере. Это я студентам говорю. Так что, Алексей, вы советуете то, что я уже прошел. Вы не первый, кто об этом говорит. Так, какие планы на 2025 год помимо книги, спрашивает Игорь на VK. Ну, планов очень много. Я просто не хочу их так прям озвучивать, потому что боюсь, что не сбудется. Но книгу хочется закончить эту, и я хотел бы все-таки сделать третий том Elegant Objects. Я уже 3-й год хочу, и в этом году все-таки собираюсь это сделать, чтобы наш язык Elegant, который EOLang, чтобы он стал полноценным языком, на котором можно любую программу написать, и дальше на базе этого языка написать 3-й том книги Elegant Objects. Я уже начал писать, даже написал первую главу, первую секцию, ну это там 10 страниц. И у меня даже запустились те программы, которые в этой секции, то есть первые шаги уже пройдены. Это заняло больше года. Я начал этим заниматься год назад, и у меня не получалось написать первую секцию. У меня не получалось написать программы, которые бы иллюстрировали работу тех алгоритмов и тех принципов, которые в первой секции излагаются. И вот, наконец-то, получилось. Сейчас делаю второй шаг, вторую секцию. Надеюсь, что в этом году все случится. Возвращаемся на YouTube. Читаю ваши вопросы. Как ты думаешь, спрашивает меня Константин, какая сфера программирования, фронтенд, бэкенд, системная и так далее, больше всего связана с олимпиадным программированием? Знаете, я совместно с некоторыми коллегами пришел к выводу, что олимпиадное программирование – это не про программирование. Что если вы возьмете олимпиадного программиста, то подключать его к команде остальных программистов и давать ему задачи для программирования – это ошибка. У него, скорее всего, не получится, он будет разочарован, вы будете разочарованы, и он от вас уйдет куда-то дальше. Олимпиадные программисты программировать не умеют, как я это понимаю. Они умеют находить способы решения программистских задач.
Но программирование – это не про нахождение способов, это про написание кода. И вот с этой задачей они справляются плохо. Она их тяготит, она им скучна, она их не развлекает. И они будут вам давать такой код, который нужно будет переписывать потом всей командой. Это я вам говорю, исходя из практики. У меня было за последние 5 лет, может быть, человек 5 или 6 из ICPC соревнований, из каких-то там полуфиналов, и все они уволились в итоге. То ли мы их уволили, в основном сами они уходят. Мы их не увольняли, но они уходят сами. Потому что они не программисты. И вывод какой? Этих людей, этих ребят, которые очень талантливые, очень толковые, нужно брать на роль консультантов. Они должны быть в команде программистов, они не должны писать код, от них не нужно это требовать, но они должны подключаться к задачам, в которых необходимо сообразить, как сделать лучше. Можно брать этого талантливого программиста, садиться с ним рядом и спрашивать: слушай, вот мы тут, такая вот у нас структура данных, мы вот так вот с ней работаем, как ты думаешь, как лучше? И он будет говорить: так нужно здесь вот так, вот так, вот так, какой-то там зацикленный буфер сделать, какой-то массив организовать с каким-то цикличным упорядочиванием, и все заработает. Почему? Потому что он 150 задач похожих решал на эту же тему. Берем от него эту идею и воплощаем, а его отпускаем восвояси, он может заниматься чем-то другим, продолжать решать свои олимпиадные задачки, заниматься каким-то творчеством. Вот это, наверное, идеальное использование таких талантливых людей. Следующий вопрос. Этот вопрос мы уже обсуждали. Вы спрашиваете: все равно искусственный интеллект будет заменять простых разработчиков, которые делают одно и то же. Куда надо стремиться, кем быть, чтобы быть незаменимым? Может, известным open-source программистом? Мы обсуждали уже это, про замену программистов с помощью искусственного интеллекта. Не будет замены программистов, будет просто замена инструментов. Если раньше вы работали молотком, сегодня вам дали в руки отбойный молоток. Вчера вы работали пилой «Дружба», сегодня вам дали в руки электропилу. Но вы-то остались, вы все равно должны там быть. Я думаю, что еще долгое время программисты будут вполне себе востребованы. Потому что искусственный интеллект, он все-таки, мне кажется, не умеет делать того, что должны делать программисты. И, наверное, может быть, тут такой из меня прогнозист, потому что я вот сейчас думаю, я-то использую ChatGPT ежедневно для программирования, но он для меня не программирует, он мне отвечает на вопросы. Я его использую как Stack Overflow на стероидах. Я сначала вбиваю в Google, если тут же в первой же ссылке не нахожу ответ, то я иду в ChatGPT. И дальше трачу несколько больше времени на формулировку своего вопроса. И задаю этот вопрос так, как если бы я его задавал на Stack Overflow. И в большинстве случаев он дает мне вполне развернутый правильный ответ. И если он не дает его, тогда я иду на Stack Overflow и там задаю тот же вопрос, и там мне дают уже правильный ответ. Но я знаю, что есть люди, которые прямо используют его для программирования. Они прямо сгружают несколько файлов внутрь этого ChatGPT и говорят: слушай, вот имея эти 10 файлов, напиши мне 11-й файл, который бы делал так, чтобы у меня вот появился новый контроллер в этом моем веб-приложении, и в этом контроллере бы загружался контент, который из базы данных достается. И он, вуаля, делает вам 11-й Java файл, в котором действительно все именно так. Контроллер с документацией, с описанием, правильно отформатированный. И человек просто копирует этот файл 11-й, вставляет в свой проект, и у него все начинает работать. Вы можете спросить, почему это не будет автоматизировано до конца, и просто мы будем нажимать кнопки и говорить дальше, 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 next, 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 и он будет добавлять эти контроллеры. Думаю, что тогда, когда это случится, то человечество станет тоже более развитым в области требований к программистам. Если сейчас от программистов требуют такую скорость работы и такой объем функционала, то когда у нас появятся в руках более мощные инструменты, от нас просто будут требовать большего количества
кода, большего количества мобильных приложений, большей скорости разработки. Если 100 лет назад, допустим, одну рубаху шили 3 недели целым коллективом, то сейчас эту рубаху шьют за 10 минут, и требуется от этого же коллектива уже не одна рубаха в неделю, а целый контейнер этих футболок, например, рубах. Ну, просто стали требовать больше, но коллектив тот же. Коллектив остался, это те же 10 рабочих. Просто раньше у них были в руках иголка, нитка, предельный станок, а сейчас у них целый цех, в который они тоже приходят каждое утро и нажимают кнопки, и в итоге на выходе у них 1000 этих футболок в час. Мы их просто загрузили больше. Мы, цивилизация, их потребители. Мы им сказали, мы вас накормим, то есть дадим вам условные деньги, которые мы давали вам 100 лет назад. Мы дадим вам те же деньги сегодня, но вы нам должны не одну футболку в конце недели, а целый контейнер. Согласны? Согласны? Они сказали согласны. Сейчас. Если бы мы 100 лет с ними разговаривали, они бы не согласились бы на эти условия, потому что у них не было инструментов. Так же будет с программистами. К вам будут приходить и говорить, к вечеру мне нужно 2 мобильные игры. Одна должна быть стрелялка, вторая должна быть стратегия. Вы же программист. Вот мы вам заплатим за зарплату за день, если вы в конце дня сделаете 2 готовые мобильные игры. Если вам сейчас говорят, сделайте 2 игры за полгода, то это будет за день. И вы будете открывать свой IDE, в нем будет кнопка «Сделать мобильную игру». Вы будете нажимать «Дальше», он у вас будет спрашивать по дороге, а здесь как. И вы будете какие-то выбирать влево-вправо, какой-то выбор производить. Ну вот, и будете сидеть, будете таким оператором станка с программным управлением. Нажимать десяток кнопок, и он будет за вас писать эту программу, но вы останетесь у компьютера. Вас мы никуда не уберем. Мы вас будем продолжать кормить за это. Так я думаю. Так, следующий вопрос. Сори, у меня проскакивает список весь вниз. Сори, он совсем убежал, много вопросов. Так, Артем спрашивает. В вашем блоге вы пишете, что после прочтения книги XML in a Nutshell вы начали использовать этот язык. Можете привести пример, где он оказался для вас особенно полезен? Можно ли сравнить с Markdown? Ну, XML и Markdown это несравнимо. Можно сравнить с JSON. Я действительно очень впечатлился этой книгой XML in a Nutshell. Я до ее прочтения не представлял себе точно, что такое XML. Я думал, что это что-то типа JSON, это просто такой форматик для представления документов. Но это совсем не так. Это целая экосистема, это целый мир стандартов и идей, которые люди заложили в него. Он полезен очень. Например, весь наш компилятор нашего языка, он написан с использованием XML внутри. Мы компилируем исходный код в XML. И дальше с XML производим трансформации, валидации, корректировки, проверки. Все делается с XML форматом. Если стандартные традиционные компиляторы держат всю эту информацию внутри, в памяти в виде AST-дерева с дополнительными вспомогательными структурами данных, то у нас это все в виде документа. И это нам дает огромные возможности по детектированию ошибок, по разбору того, что происходит с документом. Мы видим, куда он трансформируется, видим каждый шаг его. Это очень удобно и очень мощный инструмент. Так, тут спрашивают про Huawei, про PC Manager. Я не знаю ничего про PC Manager, так что не смогу ответить. Так, я немножко вопросы буду про Scala проходить, потому что не все... Так, вот интересный вопрос. Что делать с профессиональными кандидатами? Они успешно проходят собесы, максимально долго делают имитацию бурной деятельности, часто очень доброжелательные и компанейские, но не добавляют value. Так, это у вас первая часть вопроса, Максим, я попытаюсь найти вторую. Да. Кто может не допускать такого? Есть ли рекомендации по подобной ситуации для начальника или коллеги?
Да, вы очень хорошо описали, что происходит, Максим. На самом деле я часто сталкиваюсь с такой картиной. Берем на работу очень матерого эксперта, у которого 20 лет за плечами, и вроде бы он весь из себя, и зарплату он хочет космическую. Мы его берем в итоге, и он действительно первое время много говорит, много умничает, но в итоге от него мало проку. Вы спрашиваете, кто должен не допускать такого. Ну, во-первых, я бы не брал бы экспертов такого уровня в большом количестве. И с большим бы недоверием к ним относился. Потому что в подавляющем большинстве случаев, если человек очень взрослый и хочет большие деньги, и при этом ищет работу, то, скорее всего, что вы имеете дело именно просто с вот таким вот IT-скуфом, который высидел, просидел очень долго и живот отрастил, а лень у него тоже огромного размера. Ему не хочется программировать, ему не хочется решать задачи, которые он бы с удовольствием решал, будучи на 20 лет моложе. Он просто устал. У него дача, 2 ипотеки, 2 детей, жена, больные родители. То есть у него много таких социальных факторов, которые отягощают его движение вперед. Он не хочет контрибьютить в ваш код совсем никак. Но питаться ему нужно очень хорошо. Денег ему нужно много. Он все-таки уже не студент. Так что я бы рекомендовал брать молодых ребят все-таки. Если вам и нужен такой прямо эксперт, то я бы брал бы их на part-time, на консультации. Если вам нужна экспертиза действительно опытного взрослого человека, возьмите его на почасовую оплату, возьмите его на высокую стоимость, но разовую консультацию или многоразовую консультацию. Пусть он вам 10 консалтинг-встреч проведет, и за каждую заплатите ему, не знаю, по $1000. Вот вы 10 тысяч долларов на него потратите. Но это будет куда полезнее, чем если вы наймете его на те же 10 тысяч долларов, например, но только в месяц. И вы будете долго, месяц за месяцем пытаться из него вытащить какую-то пользу. Он вам ее не даст. А на программистов берите молодых людей, которым 25 лет, которые готовы работать, им нравится, они имеют и энергию, и желание, и им важна карьера и ее рост. Вот такой бы я дал совет. Так, про системных аналитиков мы обсуждали несколько раз. Как относитесь к вашим хейтерам? Я очень люблю хейтеров. Это самые любимые мои люди. Мне интересно, что они пишут, мне интересно, что они думают. Я с удовольствием читаю все хейт-комментарии и иногда показываю знакомым, если там что-то смешное. Это всегда интересно. Если вы настолько уверены в перспективах местного рынка, почему работаете в китайской компании? Потому что нет других компаний толком на рынке, которые бы делали какие-то большие фундаментальные проекты. Я бы с удовольствием работал бы в некитайской компании, но в какой? Какая компания на российском рынке сейчас занимается созданием своих языков программирования? Назовите мне эту компанию. Или какая компания сейчас отечественная занимается созданием своих процессоров? Или своих больших языковых моделей? По третьему вопросу, да, вы назовете мне Яндекс, вы скажете мне Сбер, но это вот на пальцах можно посчитать эти компании. Это вот с Huawei можно сравнить только буквально 2-3 компании на рынке. Если их сравнивать, то мне Huawei кажется более интересным, потому что он крупнее. Просто у него больше ресурсов. И вообще я думаю, что Китай и Россия в итоге станет одной страной. Вот запомните мои слова. Еще лет 5, и границы будут открыты совсем. И это будет как Россия и Беларусь. Россия и Китай. Можно будет просто сесть в поезд и поехать в Китай. А еще лет 10, и у нас будет просто одна... просто единое. Может быть, это останется как 2 государства, но они будут абсолютно как европейские государства, как в зоне Шенгена, Франция и Германия. Просто две территории с 2 правительствами, но они никак не граничат, нет никакой границы между ними. Свободная торговля, свободный обмен товарами, свободное перемещение.
Так. У меня несколько минут осталось, дорогие друзья. Я несколько вопросов выберу. Прошу прощения. Нужен ли китайский язык для работы в иностранной компании или достаточно английского? Я общаюсь на английском, и у нас все в компании, в Huawei, общаются на английском. Китайский язык совершенно не является необходимостью. Так, язык Erlang, я с ним не знаком. Язык Elixir тоже не знаком, к сожалению. Ну, хотелось бы познакомиться. Так, стоит ли в 24 года поступать на заочку? Стоит. Я всегда за образование. Так, вот вопрос Вадим задает. Вы говорите, что лентяи, мол, вокруг. Но что делать, если задачи в основном неинтересны и начинаешь отвлекаться на посторонние дела? Ну, это и есть лень. Вот это то, что я и говорю, лентяи. Да. Никто вам не обязан давать интересные задачи. Никто вам не должен ничего давать. Вы сами должны эти задачи для себя формулировать. И лентяй – это тот, который именно находит оправдание. И говорит, задача ему неинтересна, цели у него нет, оплата низкая и так далее. Это лентяй. Ну, это определение термина лентяй. А человек трудолюбивый, не лентяй, он даже и при отсутствии задачи, и при отсутствии работы, ему даже и не сказали ничего делать, а он все равно работает. Это другой человек. Так что вы сами мой тезис подтвердили. Когда новый выпуск черно-белого IT? Ну, слушайте, ребята, я в Телеграме написал, дайте, пожалуйста, темы новостей за год. Какие были самые интересные новости? Ни одной новости никто не прислал. Прислали огромное количество вопросов ко мне на тему узнать мое мнение о том, о сём. Но мне-то новости нужны, а не вопросы. Это же не тот формат. Черно-белое IT – это мы берем новости из повестки, из новостных ресурсов и анализируем. Я свое мнение даю по каждой новости, а вы мне ничего не прислали. Поэтому если вы... Еще раз давайте сделаем новый цикл. Если хочется услышать черно-белое IT, мне нужны новости, мне нужны ссылки на новостные сайты. Как вы относитесь к концепции виртуальных потоков в Java 21+? Я не знаю, стыдно мне признаться, но я не знаю, что такое виртуальные потоки в Java 21+. Так. Где можно посмотреть пример решения бизнес-задачи в Elegant Objects стиле от начала до конца с сохранением в базу? Набираем в гугле elegantobjects.org. Это сайт, на котором суммируется идея Elegant Objects. И там есть список решений, список open source решений, которые являются, как вы пишете, конечными продуктами. Там и про базу данных, там и про веб-интерфейс, там 4 или 5 приложений, которые реализуют весь цикл, всю архитектуру всю веб-архитектуру. Увольнялся из компании, на прощание подарил в офисную библиотеку Elegant Objects. Через год компания развалилась. Так, ну, я не уверен, что Elegant Objects виноват, но может быть. Вопрос про Rust. Николай спрашивает. Насколько я знаю, вы начали писать на Rust. У меня не всегда получается на нем писать как хочется. Изменил ли язык то, как вы пишете код на макроархитектурном уровне? Спасибо. Да, он же не объектно-ориентированный толком. Он такой какой-то функционально ориентированный. Он некий... Ну, это не ООП. И мне было просто забавно на нем пописать, потому что он как будто бы как C++, но не C++, не C++, как будто бы C, только такой очень свежий, такой обновленный, с современными фишечками. Поэтому он мне понравился. Но я не могу сказать, что я изменил
свой стиль. Но вы знаете, в каждом языке, когда в него погружаешься, то начинаешь писать в каком-то в его стиле. Но в моем случае я вам скажу, что у меня... Я в каждом языке, на котором пишу, например, JavaScript, это те, которые я активно пишу. JavaScript, Java, Ruby, Rust был, но это было год назад. Я как-то вырабатываю какой-то свой стиль написания. И когда я показываю свой код людям, которые пишут на Rust, например, активно, или на Ruby, то они не понимают, что это такое. Они спрашивают меня, где я взял такой стиль и вообще почему я пишу не так, как принято. Например, вот я вам приводил сегодня пример с этой библиотекой, иммутабельной библиотекой для построения адресов в интернете. Если я покажу этот код классическому Ruby-программисту, то он удивится очень сильно, потому что так они не пишут. И то же самое на Rust. Если вы возьмете мои поделки на Rust, которые я год или полтора назад сделал, то многие программисты на Rust будут пожимать плечами. Так что я думаю, что это, наверное, должно быть так. Наверное, каждый программист должен вносить в язык какой-то свой стиль, свою стилистику, свои правила. Все, последний вопрос, коллеги, и мы заканчиваем. Так, вопрос, вот мы возьмем вот этот. Чем заняться или с чего начать маме после декрета, бывшей учительницы в сфере IT? Я думаю, что, спрашивает нас Гоша, я думаю, что ей стоит стать учительницей. Почему она бывшая, если она после декрета? То я думаю, что я бы посоветовал бы вернуться опять в учителя. Мне кажется, учитель — это вообще самое благородное, самое интересное, самое... это самое, наверное, нужное дело после рождения людей. Вот рожать людей — это первая задача цивилизации. Для того, чтобы мы продолжали здесь находиться на этой планете. А вторая задача — это их учить. Вот те, кто делает вторую задачу, те, кто выполняет первую задачу, это люди главные. Те, кто выполняет вторую, это вот сразу после них. Это учителя, которые передают знания от предыдущего поколения к следующему, для того, чтобы мы на этой планете продолжали существовать хотя бы не хуже, чем мы существовали раньше. И быть учителем, что может быть лучше? Это приятно, вы всегда будете в почете, даже при том, что вам платят мало, даже при том, что вам некомфортно, даже при том, что вы имеете нервотрепку и там много стресса от того, что вы преподаете. Я сам преподаю, хотя я преподаю студентам. Это, конечно, не школьное преподавание. Студенты, они все-таки уже взрослые люди. Но преподавать детям — это история вообще отдельная. Я бы очень рекомендовал... я очень уважаю тех, кто преподаватель. Так, вот еще Лин спрашивает, когда с Российской Федерации снимут хоть какие-нибудь санкции, можно будет ездить как турист в Киев прямым рейсом из Москвы. Мне кажется, что в Киев из Москвы можно будет ездить не потому, что санкции снимут, а по другим причинам. Вот давайте так политкорректно закончим наш стрим. Все, спасибо большое, что вы все пришли. Вас очень рад был видеть. Увидимся